Давай, Володь, рассказывай. Я сегодня вживую в гостях у Владимира Михайловича. Не охотник, но тем не менее с огромным удовольствием жду каждый раз выпуска новых роликов. Вот сегодня приехал, он меня сразу угостил блюдом, которое я никогда не пробовал. Тоже, говорит, охота своего рода. Это угри, да? Вьюны. 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 Кому как везет, Ну, у меня кому друзья, на у удочку. меня друзья просто хорошие, они умеют, а я уже в сковороду. Главное, чтобы друзья были хорошие, я всегда в сковороде Вот, понимаю. я же говорю, видите, приехал, сразу раз наловил. Самая изысканная рыба, которую только можно встретить в наших краях. Не абы какая. Ну, я вот у Володи спрашивал, ведет ли он картотеку своих собак, записывает ли он где-то их. Он говорит, что нет, не записывает. Но помнит всех хороших. Нет, так это как хорошую женщину забыть нельзя, так и собаку. Что это оставляет след твоей жизни. Понимаешь? Собак просто короткий век. Как бы. Вот. И, и когда взрослеешь, понимать начинаешь, что Вот мы на этой мысли остановились. Ты как-то говоришь, что разговаривал с охотниками, тоже такими знатными. И говоришь, вот если бы ты так умел охотиться так, как я охочусь, ты бы никогда собак не держал. Вот на этом моменте. ну да, собака, для чего держит собаку? Собака как бы, она накладная, ее кормить надо, за ней ухаживать, там вольеры эти чистить и все остальное. Это тоже любит. А потребительское такое отношение. Другие держат для того, что без собаки не могут зверя добыть. То есть скрасть его, с подхода, то есть подойти к зверю не могут. Собачку приобрели более-менее, она облаяла, подошли, добыли собачку. А собака что? Добываешь зверя этого, она видит, зачем хозяин ходит. Например, возьмем лося того. Мясо вкусное собаки. Она и ищет уже этого зверя, не обращая на другого зверя. Это как бы. Но есть собаки, конечно, универсальные. А есть собаки, предпочитают, например, одного зверя, лося того же. Вот и все. А есть собаки универсальные. Скажи, вот собака, когда она... Птицу, глухаря находит пушнину, околоводных зверей. Прямой направленности собаки. Если вот как мы раньше охотились в Угличе, когда я начинал охотоведом работать, нам нужен был только лось и кабан. Ага. И все. А если белку начинала лаять собака, мы ее ругали, там рябчика тоже ругали. Вот. И собака, понимает, потом и уже направленно ищет этого зверя. Или кабана, или лося. Чей свежее след нашла, того и добрала, и начинает работать. И, конечно, предпочитает, у собаки есть одно предпочтение. У меня босс и работал лося и кабана, но все равно что-то он предпочитал больше работать кабана. Хотя, я думаю, безопаснее для него было работать лося. Стоял бы там с 15 метров, гавкал тихонько, это безопаснее. Собака работала вот кабана. Также собаки есть и медвежатники, которые предпочитают работать медведя. Но это хорошие зверовые собаки, у которых есть дух. Это уже такие гладиаторы, как и люди есть, которые такие. Ему риск нравится. Да, рисковать надо, да. Риск нравится. Надо умные, чтобы собаки есть. Вот. Многие ошибочно, сейчас я тоже ошибался, многие думают, вот собака там дерется с собаками или с чем-то, это самое, будет хорошо. Да нет, таких собак, обычно такие собаки, плохие охотники, они только мешают на охоте, а если где-то в коллективе, это вообще беда, они дерутся постоянно, эти собаки, с другими собаками, неуравновешенные, постоянно где-то лают, орут. Это вот
Я всегда вот привожу Михе, мне нравится, у него хорошая собака, и Кучум, охотник хороший, но он такой злобноватый Кучум. Хорошо. Блядь. Как мне тут перейти? Блядь. А вот, Но он строгий, он да, не то, что да, злобноватый, но, он строгий. ну, строгий, да. А вот у него, у Михи, мне нравится Чекан. Вот Чекан, вот как у него собака. Социальный очень. Да, он вообще, он собака. Вот идешь, его хоть можешь там переступить, это такое, он будет лежать, добряк. Но на охоту пришел, Переключился. да, на охоту пришел, ты его спустил, и все. Он знает свое дело. Он пошел и нашел зверя. Мы куда, я уже и говорил раньше, куда мы только бы не приезжали, это супер собака, супер охотник. Мы в Карелию приезжали, и в другие регионы России приезжали, и у меня тут приезжали. И вот только его спустили, он найдет зверя, найдет, уйдет и найдет. Там говорят, я там где-то показываю пояс 3 километра. Ну да. Один говорит, там есть горячий пояс и холодный пояс. Ну да, слышал? Да. Ну, они вот не понимают, понимаешь, собака то определяет свежесть следа. За 3 километра может и зверь там за 20 минут забежать за 3 километра. А след то пахнет то, как недавно. Минуту назад от тебя поднялся, побежал, разрыв будет составлять. Я вот перебью по этому поводу. У меня Шейтан с Щеном, уже покойные собаки, поднимают секача. Работают, и секач разбивает Шейтана. Уходит. Это была зеленка, я по утке охотился. У меня стояла фотоловушка за 3 километра от этого места. Проходит секач, быстро вывалился, пошел. И появляется Чен. Тоже пошел по этой же тропе, как и секач ушел. Вот разрыв, я между ними засек 1 минута. На дистанции 3 километра составила 1 минута. Секач оторвался. Чен потом пришел. Вот правильно, Миша. Ты поставил фотоловушку, у тебя есть GPS, и ты можешь правильно
рассудить расстояние, за сколько собака пришла. А это все сказочники. Я сказал там где-то на канале, что сказочники. Они обижаются там, типа, что, ну, надо объективно подходить к собакам и говорить, вот разница. Вот вам и горячий, и холодный поиск. Я же говорю, пришли, дверями хлопнули, зверь стоит, где загоны его стреляют, шугают. Он сорвался, шух, пока ты с машины вылез, пока собаку там высадил. Зверь уже вон. А собака чик на след, она определила след, ну, свежесть следа, она где сильнее пахнет, и она время определяет, все, она шух и пошла. У меня такое я раньше тоже не понимал, думал, ну как не понимал, иду тоже был случай, у меня этот босс был мой, и утром приходим, он след цепляют, и по лугу, и тоже ушли там за 2 километра или больше, просто пулей ушел этот. А можем мы где шли, ну, разговаривали, и стартанул этот сигалеток. И они пошли туда, залетели потом, гонят назад этого сигалетка по лугу. Ну, он сюда к нам добежал, они прибежали, поймали его, конечно, этого. Ну, так почем хорошо определять раньше было свежий след, это гончую. Берешь вот гончая, там, которая доборит на жирах. Следов-то много, правильно? Разной свежести. Или с вечера заяц пришел на жировку, или он же к утру покормился, пошел. Гончая находит более свежий след и начинает, ну, которые есть азартные, нежелательно, конечно, ну, отдают голос по добору, начинает добирать. Она вот ау, 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 и начинает добирать. И вот она видно уже, где какой след, она возбуждается, ее возбуждает запах. Чем ближе, это, ну, сильнее она уже начинает. Так и вот лайки, а мы все думают, что это так. Нет, конечно. Собака, у собаки чутье, она определяет, и все это, конечно, ну, у каждой собаки тоже, как и у людей, свои обоняние разное. Ну, я думаю, ну, уже кабана, если собака не слышит, это уже тогда никакого обоняния у нее нету, правильно? Ну, То, самый вонючий, да? ну, конечно, кабан вонючий, он тем более бегит, это, а во время гона эти сикачи, они же писают себя этой мочой, обливает, чтобы для свиней эффективно. Да, он бегит, там где-то снег, там от него отлетает, же брызги эти все, по дереву тиранулся. Дела. Собаки это да. Кого, как правило, выбирает собака, или это больше зависит от собаки? Ну, то есть, вот одна там больше лося, ей нравится, кабан. Как вот собаку? В лес приехали, там... Не, ну, если, понимаешь, где-то надо брать таких хороших заводчиков, которые, ну, занимаются, именно охотятся с собаками. Сейчас мода пошла, что у нас? Ну, спортсменов много, да, собак таскают, спортивных собак. К ним все глядят, ну, вот шоу. Людям нравится там, ох, медведя, фигачат, там это, рвут, хватки лепят, там это, кабана это висят на ушах, там все тоже. Ну, в лесу такого вольный зверь себе не позволит. Да, над собой. Да, вольеры там одно, и это все коротко, время короткое, на коротке. А в лесу же надо найти этого зверя, походить. И может даже ты день ходишь, собака где-то нарезала уже 30-50 километров тебя по пересеченной местности, по болотам поплавала, по камышам побегала. И где-то ты шел, а этого зверя мало, и она нашла к вечеру, ну, где-то к вечеру это. И тут уже надо ей показать, уже она устала, но все равно это, она вот себя проявляет. Собака, то есть надо ей показать вязкость свою, злобу к зверю и грамотно работать, чтобы не травмировано было. Понимаешь? И вот она нашла зверя и работает. А что спортсмен? Спортсмены, я уже говорил по этому поводу, они приходят, я видел вот у Гены Новикова, покойника, земля ему пухом, как говорится,
со Смоленска Антей был такой. К Бресенку приезжают, ну, хороший кобель, там кровей, все, как бы, ну, в лесу я его не видел, но когда он подводит его к вольеру, он уже знает, что там кабан, он уже скребет лапой, пусти меня, сейчас я найду и покусаю его. А в лесу охотнику что надо? Чтобы он, ну, собака искала в лесу зверя. Поиск нужен, поиск. А когда мало зверя, вообще тогда надо собаке раскрутить и туда, и сюда. А на коротком поиске, ну что ты идешь? Ты идешь, я уже там говорил и снимал видео, что ты идешь, веточка тресь, для тебя кажется тресь, а лось стоит этими локаторами, шух-шух, 200 метров он же слышит там. Ты подъехал, он все слышит, уже знает. Ага, ты идешь, он раз побежал. Ну, собака стала и побежал. А когда у собаки больше поиск, конечно, это лучше. Собаки пошли, ты знаешь примерно лаз зверя, стал на лаз, ну, проход, куда зверь пойдет. Там поля, там, знаешь, речка туда не пойдет. Собак запустил, они обошли круг. Ты стал на лаз, заработали, если даже зверь шугливый, подорвался, бегит, но ты подстроился, уже стоишь где-то на вырубке, там, с гладким или с карабином, тебе уже прострел есть, ты бац, его, да и все добыл. Если даже и зверь не стоит, долго бегать не надо. Ну, а вятские злобные собаки, конечно, сколько бы зверь не бегал, все равно они, мы с Михой приехали, лось бегал целый день, 10 часов бегал под чеканом. Ну что, мы его на камеру поснимали, походили, посмотрели. Ночью перескочил дорогу, пока мы тут, и то чуть чекана заехали, уже чуть сняли, да? Не, чекан, он, мне нравятся такие собаки, я люблю. Мне нравятся собаки, как у Вовы, этот Хантер, и у Бориса сейчас поглядел такие собаки. Они крупные, но еще что там одетые суперские. Они очень... Для лайки что важно? Ну, лайка должна быть лайкой. А у нее должно быть хорошая подшерстка, костевой волос, ну, чтобы она не мерзла зимой. Это северные собаки. У меня вон стоит собака, я так каждый раз иду полз вольер, она такая маленькая, рыженькая. Я не знаю, вот вязали, откуда. Это не то, что я кормлю ее. Ну, есть ген роста, правильно? Один вот высокий, Миша, как заложено оно там. Это, у меня такой. Она вот, бля, это, у нее пуха нет, 11-й. Ножки эти тоненькие. Ну, лежу так вот, честно, я вот люблю собак. И все, ну не должны, их не должно быть вообще таких собак. И вот так вот, честно говоря, взять за ноги и пиздануть обухом. Ну, мы должны честно говорить, и это как охотники должны честно и подходить к этому. И ее породу куда-то пускать или что. Пускай она пускай она будет медведя на площадке лепить, будет полевым чемпионом там по кабану или там по кунице. Ну, блин, ну, я с ней не хочу даже охотиться с такой собакой, понимаешь? Я уже когда повидал собак, и с такой собакой в лес ходить, ну, собака должна быть настоящая. Вот, и рабочим качестве, и экстерьерном. Ну, когда лайка не одета, и зимой у Беларуси мерзнет, стоит зубами, лязает, это вообще, это нонсенс, как говорится. Я у Володи был недавно, он и Титана забрал туда, в квартиру. Молодец, Вовик, Титана забрал. Ну, Титан уже старый, да? 12 лет будет в ноябре месяце. Тоже 10-го года, да? Да, они же с Кучумом, у них разница. А тогда один месяц, они оба от... И Вайгач мой... разные матери, как бы фактически на 3 ногах, одна нога так чутка там опирающаяся, но все равно вот дожил до такого возраста и... Вайгач у меня был хороший кобель. А у тебя был этот Тургай. Тургай с Алмазом они. Ну, Алмаз что, он хороший кобель, он искал, работал хватками. Ну, блин, вот я говорил, тогда задал в группе этим, как-то они,
всероссийские лайки, или как-то у них группа есть, как там, Ну всероссийские. да. Я задал вопрос, и вот они находили все быстро кабана. Все, я же их натаскивал, все находили. Но вот алмаз, блин, как только секач какой такой трехгодовал или что, сразу ему дырку в заднице. Ну, Прямолинейно. Брат Кучума. Да, родной брат Кучума. Все он находил, работал, голоса. Это, он и сейчас живой еще, алмаз. Значит, не все так плохо. Да, ну он я у парня был там, он Ну, там. у тебя тогда дом сгорел. Да. У тебя надо было и собак там, и самому непонятно Да, делать. да. И я это, ну он там у парня был, он там, он переключился, говорит, он и около водных бобров стал работать, и это самое, и лося, и как бы и они, ну нормально. Для него там, ну он сам такой еще молодой охотник, но это самое, он до сих пор алмаз живой. Вот. Так его кабан догонял постоянно и дырку ему делал. Поэтому мне вот это не нравилось. Все время травмировал его кабан. Тургая хороший голос был. Частые отдачи. Такой молодец. Тургай, конечно, тоже хороший кобель был. Вы Игоря Сидоркевича забирали, да? Да, Сидоркевича я забрал. Ну, классно был кобель, социальный. Да, Рослый, сухой, да. И рычажный. голос хорошо давал, он так работал. Ках, облаивал зверя. Да они молодцы, я их вдвоих натаскивал, они кабанам мне нравилось. А я только в лес приду, спустил, все, сразу подъем находят. Поиск. Да, хороший поиск, все. Они шух, Да, вообще жалко. Он был Ему брата, я и брата Амира Прянкина от Анзора. Угу. А мать, если я не ошибаюсь, Айка Алтухова была. Миш, не помню, кто мать была. Меня, наверное, Чизгар был у Сидоркевича от Айки Алтухова, но только от Сабура швейца. я не помню мать. Ну, он хороший кобель был. Ему, бляха, я его взял под Гомель к Другуну, там ездили, подняли алмаз. Он поднял кабана или что там, я не знаю. И ушел за 2 километра с лишним в какое-то болото. Не было его. GPS пропал. И потом возвращался. И напротив меня что-то заработал. И замолчал. И вышел. И попал под секача. И секач ему так пробил этот брюхо. И у него так кишочки. Я куртку снял, вдвоем несли. Что-то на яму, ну, несешь это диафрагму, и у него начали выплывать кишки с этой. Диафрагму пробил. Но кишки не, я его сразу в Гомель, на машину в Гомель. Зашили, все нормально. А потом вот потравились те собаки все тогда. Много собак. Это мы тогда вот не знали такой нюанс, почему собак нельзя кормить сырой свининой. Свиньи и собаки болеют одинаковыми болезнями. Вот у меня Баксик погиб, а Якс тоже. Так а у меня Тургай. Вайгач. Да, брали мясо с этого, со свинокомплекса. Ребята, ни в коем случае не кормите своих собак внутренностями и там голами, даже это со свинокомплекса. Так и мясом нельзя. Да, мясом это домашних диких свиней. Вот. Там какая-то зараза, я не знаю даже, что за зараза, но... Ну, по диким как бы там так однозначно не скажешь. Да, дикими кормили. А вот со свинокомплекса... Да, это... дикими ж кормили всегда. Я и головы, и боссу отдавал, выгрызали и все. Такого не знали. А вот столкнулись с домашними свиньями тогда. И вот собаку, как оно поражает, я помню, эти-то, ну, у меня Вайгач такой мощный кобель, ну, он был такой, бля, здоровый, я помню, он ходит такой вот, как да, дурной. Кто-то поленом. Да, он как глушеный, ему что-то поражает, у него мозг там, как бы, и он такой ходил, мучился, бляха, это вообще такая смерть у собаки, смотришь на нее. Это вообще страшно. Да, это. Баксик, Аякс у меня был. Да мы не знали, тогда, помнишь, с тобой же увозили, думали, что их потравили, понимаешь?
И Я сдавал. мы с тобой же ездили вместе. Сдавали анализы. Да они, что тут у нас? У меня тогда, когда он сгорел, вот это, все собаки хорошие крякнули от этой ерунды. И сырое, ну, я поехал на комплексе, набрал этого мяса. Я говорю, только ни в коем случае не давай сырое, бляха. Это, только варить. Стоял, ну, баки, все стояло. А он что, напился, дал сырое. Я приезжаю, все собаки лучшие, все крякнули. Все крякнули собаки. Я такой был тогда в бешенстве, я думаю. Свинину только варить. Только варить. Ни в коем случае сырую не давайте. У меня Аякс такой кобель был. Блин, вообще А что за классный Аякс, был. я не помню. Он, помнишь, ты взял от Угрюма Ага. и Жули, родной сестры Череша, кобеля. Ага. А я взял от Рады Сорокина, вологодской суки. Я как-нибудь вот еще выложу это видео за двух этих сук, Раду Сорокина и ее дочь. И вот Кранача. Блин, ну такой классный кобель был. Ну, во-первых, был рослый, такой рычажный. Поиск, вязкость. Вот первый сезон я вот с ним еще, ему там не было года. И вот зимой он как бы отпал от этого. Ну, кобель вообще классный был. И Баксик у меня там. У тебя собак много хороших было. Чен. Потом купил ты, мы с тобой поехали как-то это, от Беркута, да, кобель был у тебя? Не, он был... А от боя? Привели в вольер мы его, такой заросший, пустили, он вообще нулевой, так? Вообще ноль. Ноль. Бляха, я так смотрю, думаю, дед тут это самое. Где-то это $1000, да? Да, да, мы так поглядели, думаю, ты говоришь, ну я говорю, гляди, Миш, сам. Ты такой взял, и он тогда показал себя, Но да. чем, ну, мне как бы вот с возрастными собаками, скажу честно, мне не везло. Ну не то, что не везло, проще брать щенка, если ты знаешь родословную. Но это на моей практике, это мое. И мое тоже такое Я мнение. когда брал взрослых собак, ну как взрослых, там годовалых, там двухлетних, я все равно тратил целый сезон. То есть вот он, ну, не работает, он как-то ходит там, кого-то там ищет, ну туда-сюда. Вот, ну все равно целый сезон. Собаки не тратил. нахаженные, короче, были, они у кого-то Да. были, но они не нахажены Ну, были. проще мне было, я потом, ну, для себя я сделал вывод, что проще заниматься щенком, его растить, заниматься. То же самое. Нет, так щенка ты под себя уже как-то подростишь, и ты уже понимаешь его со щенков. Это, А у взрослую собаку ты взял, ты ее не знаешь. Пока Да. ты к ней ее рассмотришь, как она, что, время идет. А щенка ты растишь, ты с ним, ты постоянно наблюдаешь, ты уже видишь там, ну как он это растет. Блэк. Б- Блэк, вспомнил его кличку. Да, Блэк был. Его застрелили на охоте тоже. Один такой. Ну, негодяй. засидчики, да. Я забрал его, похоронил. И у него было рассечение. Рассечения не было, у него секач ему как срезал, ну так вот на лапе, наверное, сантиметров 10. Блэку. Да, Блэку вот вообще вот как бритвой, только одна шкура. Вот где-то он попал, там было в этой зеленке. Ну, он был Сколько они собак. часов проработали примерно? Ну, это где-то, короче, его застрелил он, по-моему, около 3 часов ночи. Ну, видишь, собаки в зеленке ночью по кабану, а то говорят, вот, это тяжелые условия. Да нет, нету тяжелых условий. Есть или хорошие собаки, или плохие, так? Чен он тоже был, я с Блэком тогда так и не получилось же поохотиться, ну, что, Да. а с Ченом-то мы охотились. Чен-то тоже пойдет он. Пошел, добудет. Одного добудет, второго добудет. Вот у собаки есть страсть и пофигу. Ночь, день, дождь, снег.
Когда собака работает, она работает. И не надо искать им оправдания. Если она не работает, то не работает. Надо честно говорить, что не работает. И собак нужно смотреть в лесу. Они на площадке посмотрели, да, хорошо. Ну, сводите в лес, посмотрите, как они ищут, какой у них поиск, какой у них возврат, как они ведут себя со зверем. А то я тоже таких видел. Идешь, кабаны раз, она подойдет, раз увидит кабан и молчит. Даже не лают. Тишина. И мертвые с косами стоят. Все. Рот не откроет. Как будто и кабану. И день потом так и ходишь с такой собакой. И думаешь, бля, вроде бы следы свежие. Но, наверное, далеко ушли кабаны. А кабаны то рядом были, стояли. Она подойдет, посмотрит. Нет. Такая там, помнишь, тоже иду, лежу, кабаны фыркают, по GPS вижу, что рядом, и молчит. Ну, куда ее? Пускай ворон глаз клюет. Худой птица. Худой птица, да. Чужому горю радуется. Да, мы с тобой тогда ехали, когда в Карелию прослушали всю эту книгу, да? Ой, вообще классная книга. Вот если кто хочет почитать там за приключения, там за охоты, за собак, вот Федосееву рекомендую. Это, конечно, Да, еще и таежными тропами там интересно, да? Таежными тропами, да, вообще очень классная книга. Ну, я ее, Сосновского да, пацаном еще читал в школе. помогла тебе, Да, когда на тебя лось. да, тоже говорят, что лось там никогда не ударит. Да, это все ерунда. На меня трижды нападал. Трижды. Нет, так она меня... Один раз как дал, блядь, у меня только это... И то я так за дерево, и он, получается, ну, грудью этой бьет дерево, и меня откидывает. Что ты Я мне- за ним, бля, ружья нету, вырвал эту антапку. А у меня же было как? Вот собаки заработали, лук скошен, как у меня, во как это, ну, возьмем, чисто. И метров, ну, 300 лают. Я думаю, что ну, такой, знаешь, тогда еще, ну, только пацаном был. Еще не охотился на крупного зверя. Первая лайка это было у меня. И она еще в октябре, ему год только был бы. А я собрался на Ямал ехать охотоведческую, в Салихард, охотоведческую практику проходить. И иду, еще вязался пеги, гончак такой, ну крупный, поместный. Но и выходит лось. Вот лук, беги влево, вправо, туда от меня, куда хочешь. Вышел. И такой, я такой стою, я так прошел на чистом, стою вот так. Тополь на плющихе, как говорится. Он вышел, посмотрел, раз развернул, собаки облаивают его, увидел меня и бежит ко мне. И я свистел, орал. Куда? Он сюда бегит. У меня в стволах была 5 дробь. Я достал, и когда шли, этого кума, говорю, у меня патронов нету. Он говорит, я тебе дам. Купил 5. Я, говорю, расстрелял, нету патронов. Пошел с ним. Думаю, возьму там пару или 4 патрона картечи. У меня крупная картечь была в контейнере, 8,5 заряжено, по-моему, по 3 штуки. Я взял эту картечь, и вот этот лось бежит на меня. Я ору, свищу, достал, вытащил патроны, положил в карман, поставил картечь, вспомнил книгу «Таежными тропами», это, как они медведей стреляли, подпускали там, и все это, ну, рассказы. И я вот ору, он бежит на меня, уштык. Я его подпустил, ну, не знаю, ну через дом у меня 13, ну, тут, ну, может, 8 там, ну, вообще в упор он подбежал. Я тогда еще не знал, думаю, была пуля, может, в грудь стрельнула ему или... А мне уже убежать, даже дерева нету, ну, до кустов далеко уже не было куда убежать. Я поднял так вот, подпустил, выдержку так выдохнул, подпустил ему. Бэмс, он такой брык. Собаки, давай его драть тут. Я голову поднимать, я им еще раз бах.
И это самое, у него был 2-2, но еще рога не обтер. Но это сентябрь месяц был. Он еще не обтер рога, и я ему отбил рог один. Даже говорит, собаки давай драть. Ну, вот кум там, где там что? Я говорю, да на чистом упал, там лежит. Вот так я добыл первый, это был мой первый лось из-под собак. Он сам ко мне прибежал, я вот такая. Когда говорят, что лось не нападает, то Да. Ну вот это бегит, говорят ору. те, кто с этим никогда не сталкивался. Ну да, это. В общем, так же и по медведю. Одно дело это смотреть по телевизору, а другое дело, когда ты Да, медведь. находишься в тех местах, как, знаешь, инопланетяне, да, нам в советские времена рассказывали про инопланетян. Вот появились телефоны с видеокамерами, что-то инопланетяне исчезли. А когда нам рассказывали, что медведь там никогда там не приходит, там сторонится человека, то вот камеры появились, что-то полно видеороликов, Да. любительских съемок, там где он приходит и на огород, и кабана у тебя там заберет домашнего, заедет. Я тебе сбрасывал лося какого, Да. лося, огромного лося. Вот сейчас такой порой заломал медведь, заломал быка огромного. Ну, на этом, на кусту, на нефтяном. Ну там загородки, я тебе Да, сказал. да. Ну. Так что такие дела. Медведь серьезный зверь, да. Конечно, у нас его нету. Если был, мы бы охотились на него, но так приходится куда-то. Вот съездили хоть в Карелию в 2019 году, да, Миха? Красота там. Мы полазили с тобой, разобрались там. Я думаю, если бы мы туда еще раз попали, мы бы там их нащелкали, мы поняли, как он ходит там, ну, тем более с GPS-ом, там просто все, и тем более там форелевое это хозяйство, они ходят туда кормиться. Хорошо, лося в том месте нет. Ну да, да, хорошо лося, Нет но фактора но у медведей дороги там хорошие. Медведя там, да, красиво. Красота там. Ну, просчитали, подумали там быстренько. Мы там что там, 2 дня охотились, на второй день добыли медведя. А сейчас надо собака, конечно, универсальная, чтобы она была. Да, я вспоминаю первых собак, они там и рябчика облают, и околоводных найдут зверя, и кабана работают, поймают, ну, сигалетка. Ну, собака, лайка должна в одиночку и останавливать, закручивать хотя бы это это, кабана сигалетка. Ну, у тебя, конечно, Чен был, тот сильно, конечно, закручивал. Ну, вот, видишь, в одиночку, он одиночный кобель, работал, и все, пофиг. С голоду с ним не пропадешь. Ну, а так сам то охотник, вот тут случилось что-то с собакой, и, ну, ты, собаки нету, ну, как добывать? Должен знать, ну, охоты хотя бы, ну, если ты охотник, занимаешься, не то, что как охотник выходного дня, а если так занимаешься, хотя бы как с подхода пойти, где, в какое время искать этого зверя, вабить, ну, научиться, ну, я-то вот думаю, ну как, надо научиться вабить. В интернете посмотрел, много все показывают, все рассказывают, а ничего нету такого, чтобы конкретики нету там, чтобы как. Надо было догадаться, походить, ну, освоил вабу лося, гуся манить. Сейчас вот думаю освоить вабу волка. В этом году займусь волком. Вот хочу волка усовершенствовать вабу, вот вабить. Волка много, надо поохотиться на него, сократить немного численность, но делать нечего, надо позаниматься волком. Ну, это после охоты, в феврале где-то там, в январе. Не, Люська хорошая собака. Она лисиц ненавидит, енотов вот этих давит. В прошлом году на открытие поехал, не одел ей GPS. Она такая уже с возрастом, начиная
другой раз, ну, собака без команды не должна, конечно, легава ничего делать, но я уже там послабление даю, и она начала. Я выпустил ее с брички, хотел сено ей подстелить туда, в эту бричку, и пропала она. Я проехал, думал, догонят, думал, может, что там косулю какую прогоняли, что, ну, нету, бляха. Я проехал туда, назад, нету, домой приехал, нету. Звонит Иван, как Иван, охота? Да я говорю, поехал, бляха, собака куда-то моя пропала и нету. Он смеется, говорит, да, приехал парень, говорит, видит на поле 2 собаки играются. Подъехал, а эта Люська с лисицей дерется. А лисица больная кисоткой, кисоточная вся. Парень эту бах лисицу, Люська ее в зубы и понесла. Он кричит фу-фу, она понесла. Вечером приходит Люська моя домой. Я тут с тобой охотимся с этими лайками. Лежу, что-то на морде какие-то такие. Уток когда набил, да? А? Когда уток настрелял. Ну, в уток мы стреляли, но это не, на утку еще не. Это было на... Не, тогда она не болела. Это было на открытие где-то на пушном, ну, на зимой, на зайца, в ноябре, наверное, октябрь, ноябрь. И гляжу, какие-то полоски у нее там, все, потом, бляха, раз что-то гляжу на лопатки, такая, как это, ну, такая, типа, короста такой, бля, шелушиться стала. Я такой, гляжу, что нету, раз ее, а у нее живот весь, это уже красный весь, это кисотки. А я так приду, поесть дам, вечером приедет с охотой, с лайками, дам, да и ладно, это самое. Потом рассмотрю, ёпана мать, я ей укольчик, чик один, это серной мазью помазал с какой-то ерундой. Через 7 дней еще один сделал укол, еще помазал. И так все прошло нормально, все вылечил. Так что от чесотки теперь мы знаем, чем лечить Люську. Ну так, поразил. Вспомнил я Блэка родословно. Он же был от Боя и Бии, а Бия шла от Пышка, Шкуранкова и Багира. Собаки сидели. Будь здоров все. Володя, а ты курцхаров ты не разводил, да? Не разводишь? Ну ты вот взял, просто воспитал себе. Да и мы же не разводим собак. Мы их только для себя, если что, это для идея. себя, ну, курцхаров ты еще не. Ну, Ну ты ее не вязал, ты говоришь, ей уже 8 лет, но ну да. помета не было от нее. Не. У нее был один помет. Надо было посмотреть. Случайно. Случайно она запрыгнула к тайфуну, к русско-европейскому кобелю молодому, у вольера. Она прыгает, Люська, любой забор перепрыгивает. Она прыгучая сука, поэтому у нее над башкой сетка с крыши, потому что она выпрыгивает с любого вольера. И запрыгнула сама, я и не видел. И повязалась с этим русским и принесла 13 щенков, бля. Ладовитая. Да, и все были черно-русско-европейские лайки. Все русские были, да? Да, все русские. Такие с белым, да. Надо было интересно одного оставить, посмотреть. Ну, так, для интереса. Ну, я тут один у меня ходил. Была бы драная лайка. Да. Не, ну, и это. И я ему говорю, надо все ликвидировать, это хозяйство. А потом она еще в 18-м году текла. Текла, я видел ее, текла. Может, я не замечал уже потом. Ну, короче. Решил ты воздержаться, не вязать. Да, я в Украине тогда, я там натаскивал собак, ездил, там в одном охотничьем хозяйстве был. Занимались собаками зверовыми. Ну, и там этими баварской горной гончей натаскивали по кровавому следу собак. Вот. Кстати, перебью тебя по баварской гончей. Как-то к нам на канал зашел там человек, занимается баварской гончей. И... Собак баварских я не сильный специалист, конечно, по этим самым, но я слышал от таких специалистов, что собак нельзя вообще-то травить этих, ну, да, на зверя. Она должна пропускать зверя, а только смотреть след, идти по кровавому. Вот зверь, как говорится, не подменять, как гончая гоняет, и заяц спрыгнул с лёжки,
Она не должна подменять. Она только должна этот след. И именно вот этот след, на который ее поставили, она должна добрать этого зверя. И смотреть только этого зверя. Мы так только натаскивали. А травить, ну, говорят, что это неправильно. Нельзя травить зверю, чтобы она... Ну, они не гоняют, с ними не охотятся на зверя. Она предназначена для розыска подранка. У нас были мы только натаскивали их только кровавый след, чтобы они разыскивали зверя по кровавому следу. Вот. То, что ночью, бывало, там охотились, оленя, я вот с ними, ну, разыскивал оленей на ремень, ну, на фал и пошел. У меня есть фотки там с оленями. Она должна искать это только кровавый след. То, что если она будет сбиваться там, ну, по следу за зверем и гонять огонча, то это не, это ты зверя не найдешь. Ну, специалистов много, охотников много, ну, знаешь, таких мастеров мало. Вот Бузин там в Украине натаскивал тоже легавых. Вот он профессионал. Там у него можно поучиться было. Он там натаскивал всех. И спаниелей, и сеттеров. Он умел, знал, как это все делать, как правильно. Я там смотрел, как он натаскивает. Приезжал в хозяйство специально и натаскивал. Не, ну как мы берем щенка, мы со щенком что? Щенка надо приучить так, это, к машине, если мы хотим ездить с ней, так, к воде, чтобы она не боялась воды, летом особенно, пойти купаться, бегать по траве там, Ну, это все. азы такие, да? Ну да, пока мать. Основы, на которых потом ставится уже все остальное обучение. Ну, чтобы она привыкла не бояться там ничего посторонних. Это. Где-то ты на поводке ходишь, к поводку приучить ее. А потом уже где-то, я думаю, ну так, месяцев 6 уже это. Особенно хорошо, когда собаки осенние. Они вроде бы, или зимние, вот декабрьские, там, январские, они прошли уже. Ты в сезон охоты подошел, они вроде бы и крепче какие-то собаки. Это весенние, там мухи, то клещи. Помет, да, чтобы был осенний. Ну да, я так думаю, что вот эти собаки, много таких собак, таких и знаменитых, они все как бы более осенние такие. Вот осенние, зимние. Перебью, Игорь Сидоркевич разбил этот миф. Да. Ну, У него не, ну что миф? Калчи Рыж был, Майский, по-моему. Не, Игорь был. не. Ну, он сказал, что по своим наблюдениям, я как-то с ним разговаривал, это вполне возможно. Одно дело, когда там, ну, на питомнике, да, там мухи, там туда-сюда. Ну, конечно, он собак всех растил в квартире. Ну, так это одна-две собаки. Не, ну, как бы вот, гляди, взять, ну, если вот такие хозяева есть, не досматриваю, что это, то блохи, то еще собак много, да? Мухи, вот эти всякие паразиты этих много летом. Ну, то да, жарко, бляха. То есть не хочет. Да. А вот осенние, зимние, их как-то легче, ну, я говорю, растить. Да. И что хорошо, майский то еще маленький к сезону охоты. А этот, например, декабрьский, январский, уже ему полгода, и ты уже начинаешь охотиться, и он подходит к году, и ты с ним охотишься. И сезон охоты открыт, понимаешь? Ты уже можешь охотиться с ним, с зимней собакой. А с майской, июньской, она еще маленькая, дома сидит. Вот в чем хорошо, понимаешь? Что ты уже к году, она за тобой побегала, там что-то, ты уже смотришь, как она себя ведет, и все, на второй год уже
уже идешь, уже полноценно охотишься с ней. Ну, то есть вот самый оптимальный помет это конец, середина зимы, правильно? Конец декабря. Ну, декабрь, октябрь, ну какая, ну Ну, а что... можно это вот объяснить еще тем, что щенки, они, как вот больше ты говоришь, они более развитые, они лучше, может быть, еще Не, потому, ну, что сука, когда ходит ими, вот она беременная ходит, то есть она может получать полный комплекс витамина, она может быть еще участвует, физо у нее продолжает сохраняться, потому что она может быть и в белке. Не, так она еще охотится, ты... Ну, то есть она уже, по сути дела, охотится и свои инстинкты, там, гормоны какие-то, которые она тоже вырабатывает. Ну, наверное, ну это, понимаешь, ну, генетика сложная. Если мы всю генетику знали, знаешь, у нас бы лучшие собаки были, у нас бы лучшие лошади были. На самом деле, смотри, существует же теория, которая говорит, вот, ты посмотри, вот, в жарких странах, вот там, где в слаборазвитых, там, четвертого мира страны, которые, да, там же на самом деле вот людей, родившихся летом, их не так много. Почему? Потому что плохо выживают. Не потому, что там нет каких-то связей у людей сексуальных в какой-то определенный период. Не выживает, потому что медицина на низком уровне, жарко очень, не хватает воды. Паразитов много, бактерии развиваются, да. Ну, вот поэтому тоже про собак. Они крепче. Вот зимние собаки, я вот тоже осенние вот заметил, что они крепче, чем весенние. Ну, его легче поднимать. Да, легче поднимать. Почему? Потому что на самом деле зимой, может быть, условия более суровые, но меньше всего вот этой вот бактерий, ты правильно говоришь, да? Ну, то есть холодно, холодное время суток. Ну и паразитов те же, что мух, да. которые разносят эту всю гадость, эту Да. всю. Да мне кажется, что все-таки вот и сука, когда она ходит вот, беременная с щенком, да, и полноценно, когда она еще и охотится, когда она и питается, ей витамины попадают, трава там какая-то, которая ей нужна. Я небольшой специалист, не биолог, но тем не менее все равно оно сбалансировано. Чем когда она попробует стоит уже в вольере зимой у тебя, и ты ее там кормишь каким-то вот определенным только, ну ты же все равно не до конца не балансируешь, правильно? Зимой-то мы наоборот охотимся, а вот летом, да, как бы, ну. Ну, она накапливает, вот гляди, даже если разобраться, косуля, Да. она, у нее латентная стадия, то есть что это, задержка развития эмбриона. Она сейчас вот сейчас год начинается, вот середина июля, в августе разгар, там в начале, ну сейчас гон косуль. Но козлики эти сейчас перед годом, они же мало двигаются. Ну, охраняют свою территорию, выйдя, походят, а так лежат. Он поел и спит. Сил набираются к гону. То, что гон начнется, это ему надо отбивать свою территорию, бороться за самку, жрать некогда, худеть, и вот он накапливает жир. Также и за лето самка ходит, накапливает. Она покрылась, она витаминов в себя набрала в виде жира, наверное, там же, ну, как бы организм набрал, и она начинает эмбрион развиваться. Там развился и задержался, а уже к весне бурно развивается и рождает. Также и у куницы латентная стадия, у соболя. Вот. Ну вот есть, да, вот эти механизмы, которые все-таки задерживают и относят на самое благоприятное время, когда необходимо развиваться этому эмбриону. Ну, а волк, я думаю, волк, он рождает почему? Кстати, по волку. Рождаются эти псовые весной. Потому что добыть легче пищу. Много отел идет, косуль, лоси, там, поросята, ну, всякие утята, ну, короче, лоси. Поэтому ему легче не потому, что там а потому что ему легче выкормить потомство свое. Более пища доступна, легче добыть одному самцу, охотиться и добыть это, ну, лосенка или косуленка. Да и условия охоты, наверное, все-таки попроще, нежели зимой охотиться. Да? Да. Не, ну, Зимой попроще. не в этом дело, что в простоте охоты, а я думаю, дело в том, что обилие пищи больше, разнообразие. Там и птицы выводятся, и яйца, и зайчата, и, ну, короче, хватает и еды. Вот. А зимой уже как бы они все, что слабое отъели, осталось все крупное и быстро бегает. Поэтому ему надо еще догнать это все потом.
всех больных и слабых съели. Теперь надо за здоровым побегать. Да. Там уже следующий этап наступает, он обучает. Ну, они в августе начинают водить. И всегда у нас было раньше в деревнях же, ну, в колхозах были табуны лошадей. Кобылицы обычно повесные всегда жеребятся. И уже такие же ребята вот к августу начинают. И волки, ну, там тоже ребенка нападут, там это, то еще обычно нападали на жеребят. На лугу паслись и нападали на жеребят. Редко, ну, нападали. Сказок много рассказывали, конечно, деды про волков и про лосей. Охотники, я слушал эти сказки. И теперь думаю, нифига они не знали, ничего. Все так вот придумывали разные истории, а так с научной точки зрения там никто тебе ничего и мне не рассказывал. Даже не знали пород собак. Ну там же как история, то есть Вася мне вот рассказал, а потом... Ну как про Карузу, да? Да. Про Карузу, говорю, слышал? Я говорю, слышал, такая херня. Ты что, на концерте был? Да мне, говорит, мне сосед. Напел. Напел. Хрипит, картавит. Говорят, Каруза, такой талант. А где ты? Ну, я вон соседа послушал. Слушал, Прикольно, кстати, такой, содержательный весьма. Так оно так и есть в жизни. Ну, да. так это они в Как сказке. только начинаешь разбираться, там это тоже там все супер, это там. Это как я видел комментарий про ружье, там кто-то говорит, да, если там хороший охотник, плохой охотник, там все от ружья зависит. Кто там что-то комментировал, у вас был, по-моему, какой-то момент. От хорошего ружья? Ну, кто-то из вас там, по-моему, сказал, что оружие должно быть хорошее, то есть оно должно быть. Не, ну хорошее, А да. кто там сказал, что типа, да, я из двухстволкой там не хуже Не, стреляю. я одним говорил, у них карабины там, это самое, я говорю, я тебя заведу в лес, вот туда, брошу, и ты с голоду помрешь там, со своим карабином. Он такой смотрит на меня, а чего? Я помру с голоду. Ну, я говорю, потому что ты всю жизнь просидел на вышке. Ты следа не можешь отличить, ты не знаешь повадок зверей. Ну, добыть. Ты будешь идти, вот он идет такого, дух по лесу, и ворон считает, это, зверь весь разбежался. Ну, с голоду помрешь. Надо с края зверя подойти. Какое бы ни было ружье, там можно подойти, вон с этим, он у меня стоит, копьем бросить, правильно, подкрасться, учесть ветер. Я подходил с топором, идем, нету Петрухи, земля ему пухом. Идем по лугу, и это был июнь месяц. Мы там что-то рыбачили или что. И уже вечер такой. И, знаешь, солнце зашло, такое сумерки. И я так гляжу, идут кабаны, ну такая лощина, по лощине. Они идут, там ракушку, там рыба какая осталась, где-то что копаются, там червяка, пиявок этих черных жрут. Ну, короче, идут. И не видно, только лбы такие. Я говорю, Петруха, смотри, медведи идут. А ну вот башка, как у медведя, знаешь, такое. Я говорю, слушай, и становись, на тебя ножик. А мы так вот без ружья шли, рыбачили там что-то. А я говорю, зайду, они вот сюда побегут, шугану, и ты, я говорю, прыгай, это, и ножиком режь. И он такой, тогда еще, наверное, я его еще, ну, так не натаскалил на охоте, поэтому потом он хорошо с собакой уже предрочился с собаками моими, резал этих кабанов как положено. Не, я не буду. Я говорю, ладно, дай-ка топорик, я сейчас подойду. Бляха, вот ветерок такой, трава, так? А трава поднялась такая, и они там по лощине идут, мне кажется, ну, подсвинки прошлогодние. 2 штуки. Я думаю, хер с ним, сейчас попробую подкрасться
с топором, блядь, напрыгну и замочу его. Это, ну, с топорик там такие маленькие, на это. Я такой, ветер, я так, они так идут, а ветер такой боковой. Я так тихонько зашел с-под ветра, иду, и получилось так, меня так на бугор, они внизу. Я такой подкрался, наверное, метров на 7 к ним, или разулся, или что, не помню. Я так подкрался, и это кабаны тут идут ковырять. И я такой с топориком на них, они такой чмых от меня. Блядь, два таких вот. Если бы они бросились на меня, они бы сожрали меня. Два здоровых таких, ну, блин, килограмм по 150, по 200, два кабана таких здоровых. От меня бежали чмых такие, блин. Я думаю, нифига себе эти самые подсвинки. Ну, думал, годовички эти какие там. Такой Ты, был. короче, эвенг 3-й уровень. Не, если бы вот это было копье, можно было копьем бросить у него, попасть. А я думал, я подойду, ну, догоню, брошу. Я так ловил, догонял, бывало. Серьезно? Ну, сигалетка в этих, это, ну, каких таких, 30-50 там, километров. вот, Да. А я думал, блин, да бросишь это рядом, вот они идут, так, и я вот, знаешь, ветер, я пройду, и она так, я подкрался, вообще, и я бросился, а они такой чмых от меня. Блин, да такие здоровенные, я сразу тормозну, думаю, ну, нахер. Я с топориком тут с ними не совладаю. Был Это такой. эвенки тоже наспор, вот, кто подойдет там к оленю, либо к лосю и положит на него там что-нибудь. Там нож. Не, можно. Надо всегда на охоте, я уже не один раз говорил, учитывать ветер. Все. Бляха, рыбу. Ух ты, кошка. Учитывать ветер и тихонько. Да, в засидках сидишь, если ты знаешь предполагаемый выход зверя, сидишь, сколько раз сяди, хоть кури. Вот сиди, кури, лисица вот такой подойдет, и кабан выйдет. Главное, чтобы ветер на тебя был. Все. позвоню. Никто тебя не услышит. Я уже посидел в этих засидках. Посидел в этих засидках, так будь здоров. Да, Миха, собаки, конечно, ну, с собаками интереснее, конечно. Ну, что это? Приключения всегда. Нет, а по лесу ходишь как-то скучно, без собаки. Я не люблю, как говорится, душа охотника. Ходишь с собакой, приключения, там где-то лайнуло, идешь уставший, уже вроде бы, кто знает эти собаки, ноги еле тащишь домой. Собаки заработали, откуда силы взялись, бегишь уже. Маркиза, я тебе дам. Дай им уже какую-нибудь там маленькую рыбку. В миску бросят. Да, вот тут есть. Кости. Не-не-не, вот туда, ага. Во. Пускай. Да, хорошие собаки, блин. Не, ну так Блэк, он же красивый был, во-первых. Я помню, Вот, крепкий у такой. меня одна фотка его где-то сохранилась там. Пойду. Так что-то я его хотел, ну так, фотографировал. И Оля его вела, и там то ли кот, да, кот, по-моему. Такая фотография красивая получилась. Где-то есть. Да, собак-то так было немало. Но и хороших было тоже немало. Да у тебя вообще собак было много хороших. Это самое. Но ты же и недешево их покупал тогда по тем временам, когда Да. я не мог себе позволить за такие деньги купить собаку себе. Да и сейчас. А ты денег не жалел на собак. Молодец. Поэтому и собаки были хорошие.